Снова говорю с тобой, сынок. Как всегда. Ночью и днем. Каждый день. Каждый час. Каждую минуту. Словно четкий перебирая твою короткую жизнь. День за днем. Ты уже совсем седая, мам. Тогда, в сентябре 65-го года, казалось, что и природа радуется вместе с нами твоему появлению. Помню, вез меня на мотоцикле молодой красивый летчик, твой отец. По дороге нас остановил милиционер, инспектор ГАИ. Отобрал права у отца за легкомыслие, остановил машину, а в ней сидел пожилой водитель и заставил его везти нас в роддом. Помню, как он рассердился. Но когда мы подъехали к роддому, он высадил меня и пожелал родить богатыря. Знала ли я тогда, что моему богатырю уготован такой короткий срок, уместившийся всего-то 18 лет? Странная случайность. Наверное, это все-таки было какое-то предзнаменование. Я сейчас часто об этом думаю. Почему именно за день до родов мы с отцом решили посетить музей вооруженных сил? И то, что я там увидела, меня просто потрясло. Особенно, когда я увидела вещи, всякие сумочки, ремешки, выполненные из кожи детей. И предсмертные записки детей своим матерям. И когда мы вышли, я подумала, слава Богу, что мы живем в мирное время, и моего ребенка никогда не коснутся ужасы войны. Тогда военно-патриотическая и вообще патриотическая работа в обществе, она была неформальной. И мы были воспитаны на старых традициях, на истории нашей. И на войне, и на пионерии, и на гражданской войне. И для нас это была незыблемая информация. Я очень хотела, чтобы он вырос настоящим гражданином своей страны. Я очень много с ним лично занималась. Я покупала ему книги «Октябрята-герои», «Пионеры-герои». И в них как раз вот в этих детях, которые перенесли Великую Отечественную, был заложен уже патриотический порыв. Андрюша всегда был настолько внимательный. Он сидел всегда на первой партии и все впитывал то, что говорили вот эти ветераны. То есть у него, понимаете, вот такое чувство за свою родину. А мне потребовалось очень много лет, чтобы в конце концов прозреть. Я помню, когда на партийном собрании объявили о том, что война в Афганистане была ошибочной, и зачитали постановление правительства об этом. У меня, помню, случилось такое, что мне казалось, что я второй раз хороню сына. И я тут же на следующий день написала заявление о выходе из партии. Смерть, гибель наших сыновей – слишком высокая плата за эти ошибки. Слишком высокая. Кем могли бы быть эти люди? Они жили в стране, где был мир, но не для них.
они исполняли законы. Но сами оказались мишенью для беззакония. Кто подписал им приговор в стране, которую они шли защищать? Где высший суд? В чем их вина? Чем так задолжали они, когда успели и перед кем? Отдавая свой интернациональный долг. Их палачом выступила бездушная власть советского тоталитарного государства. Время, сулившее светлое будущее, привело их к уничтожению. В Афганистан все-таки не все тоже попадали. Кто послабее или кто был потрусливее, наверное, находили способы избежать этой возможности. Лучшие оказались на передовой, лучшие оказались впереди. И для них, конечно, это была такая своего рода ответственность, которую государство на них возложило, с одной стороны, а с другой стороны ответственность перед своими родными, перед близкими. Не посрамить, не уронить честь, а действительно доказать, что российский солдат, в общем-то, он во все времена был и остается стойким оловянным солдатиком. Он знал, что идет война в Афганистане, потому что он стал искать сам таких ребят, которые служили в Афганистане. Он стал петь песни, учить их. И у нас даже мой маленький сын, он уже кукушку знал. Потом вот эта песня была, сейчас вспомню ее. Вспомним, ребята, мы Афганистан, зарево пожарищ, крики мусульман, как загрохотал наш громкий АКС. Вспомним, товарищ, вспомним, наконец. И даже у нас в детском саду Олег, это уже был тоже как проводник этих афганских песен, этот маленький. Как же он ждал повестки из военкомата? Он даже ходил туда. И очень хотел служить в Афганистане. Мы с ним даже поссорились и очень долго не разговаривали. А однажды он подошел ко мне и сказал: Мам, мне 30 сентября военкомат с вещами. Обида сразу улетучилась, из самого сердца вырвалась жалость несусветная. Время пройдет, и мы опять будем вместе. Я предлагала разные облегченные варианты службы в армии. У меня были такие возможности. Если ты, мама, хочешь, чтобы я уважал себя, я должен служить по полной. И только в ВДВ. Часто снится мне мой дом родной. Лес о чем-то о своем мечтает. Серая кукушка за рекой. Сколько жить осталось мне, считает. На проводы собралось очень много друзей. Они шли непрерывным потоком. И я тогда удивилась, когда он мог столько завести. Я сидела рядом с ним за столом и ловила каждое движение, схватывала каждую черточку на лице, любовалась его молодостью, непосредственностью. И разные мысли назойливо лезли в голову. Время пройдет, и мы опять будем вместе. Это была одна из самых затяжных, жестоких и трагических войн 20 века. Она велась в мирное время на территории чужой страны и длилась 9 лет, 1 месяц и 19 дней.
Советский Союз вступил в нее спустя 34 года после Великой Отечественной войны. 25 декабря 1979 года советские войска по решению партии и правительства беспрепятственно вошли в Афганистан. Уже через 2 дня они вступили в бой, который продолжался до февраля 1989 года. Свое первое письмо пишу из расположения учебного центра в Туркмении. Попали не в десантную часть, как ехали, а в общевойсковую. И вот мы, 120 отборных парашютистов, все чаяния которых связаны с воздушно-десантными войсками, ходим в полевой форме без рода войск, чем я очень огорчен. Мечтаю перевестись в десантную часть. Я поощряла, человек должен служить в армии. Но я была против того, что он хочет служить именно в Афганистане, потому что я уже тогда понимала, что здесь что-то не так. Раз эта война скрывается, раз запрещают даже хоронить, писать на памятниках, что погиб в Афганистане, значит, что-то здесь такое нечистое. Начались занятия. Ребята и сержанты подобрались хорошие. Но было бы гораздо лучше, если бы я попал в Фергану, десант. Мама, если бы ты знала, как приятно получать письма из дома. Но ты как-то грустно пишешь. Выше голову. В армии служат лучшие люди. Я буду писать тебе как можно чаще. 2 года пролетят незаметно, и я снова буду с вами. На его присягу полетел отец. Евгений Андреевич сам был очень сильный человек. Он в молодости был летчиком. И даже то, что он там увидел, его совершенно просто потрясло. Что они живут на полигоне, в каких-то палатках. Там бегают крысы, они даже свет не могли погасить. И даже при свете крысы бегали. И что самое удивительное, что им давали кашу с червями, причем некоторые были живые. Они же там все болели желтухой, абсолютно все. Не было ни одного человека, это просто редкое исключение. Его отец еще был чем огорчен, что он уже там узнал, что эту часть готовят именно в Афганистан. Никогда не думал, что отец может так приукрасить. Ведь я же его просил, чтобы он не рассказывал тебе всю правду. Это не по-мужски. Поверь мне, мы не так уж плохо живем. И офицеры нашей роты неплохие люди. И рота очень дружная. Теперь жалею, что приезжал отец. Хотя провели с ним немало приятного времени. И после этого его письма стали более сдержанными, а более откровенно обо всем он стал писать только друзьям. Не хотел тебе писать, но все равно узнал об. Я подхватил желтуху. Лежу в госпитале. Меня очень мучает совесть, что я доставляю тебе столько переживаний. Я только в армии по-настоящему узнал, что ты для меня знаешь. И цену разлуки с тобой. Здесь, в госпитале, мне до слез обидно, что я не дотянул всего неделю до отправки нашей части в Афган. А теперь мои ребята едут в Кабул. А я буду отлеживаться на больничной койке. А потом еще трудовая реабилитация. Мне говорили, что болезнь свою желтухой он скрывал до конца, пока не пожелтел. А другу он писал: «Мечта моя рухнула. Лучше бы я заболел там». А я в это время добивалась его перевода в десантную часть. А это, оказывается, был шаг пропасти. Но тогда я этого не понимала. Через Афганистан прошло около 600 тысяч человек. Потери Союза в этой войне составили примерно 15 тысяч убитыми и умершими от ран и болезней, около 50 тысяч ранеными и более 300 человек пропавшими без вести. Мы шли помогать дружественному народу Афганистана закрепить завоевание их апрельской революции. Никто не знал тогда, чем все обернется. Помощь стала войной, а война затяжной и кровопролитной. Надо же, какая ты у меня. В моей душе все перевернулось, когда прочитал ответ из Минобороны. Меня переводят в десантную часть. Я даже не знаю, какими словами выразить свои чувства. Я благодарен тебе за все, что ты для меня сделала. Я-то думала, что, помогая ему в этом, я спасу его от Афганистана, от этой проклятой войны. Судьба как бы его направляла в другое русло, а получается так, что мое вмешательство и привело к его гибели, фактически. Прости меня и пойми, каково было бы, если бы я переложил всю тяжесть службы на чьи-то плечи и наслаждался легкой жизнью в столице. Здесь говорят, студент видел молодость, солдат жизнь. Это действительно так, и понять это можно, только отслужив. Мой сын
Если, конечно, это будет он, а не дочь. Обязательно пройдет через это. За всю историю не одни мы пытались вмешаться в афганский вопрос. Англичане трижды пытались подчинить Афганистан, сделав его своей колонией. Безуспешно. Наш идеологический противник того времени, Соединенные Штаты, пришли воевать с талибами после нас. И они застряли там, между пуштунами, хазарейцами, таджиками, белуджами, которые уже несколько столетий не могут поделить этот скукожившийся от беспощадного солнца и бесконечных войн кусок земли. Относительно небольшое государство с населением чуть более 15 миллионов человек не покорилось никому. Однажды я ехала в такси, и вдруг водитель что-то завел разговор об Афганистане. И стал мне рассказывать, как привозят черные тюльпаны по вторникам и четвергам. А я еще тогда не знала, что это за черные тюльпаны. Я так все слушала. И вдруг он мне объяснил, что это груз 200 и самолеты, в которых возят гробы. И я так испугалась и думаю, Господи, слава Богу, что мой сын заболел желтухой. Все хорошо, за это время я его еще успею отговорить от этого Афганистана. Ничего страшного, хоть болезнь тяжелая, но все-таки он вылечится. Слава Богу, это судьба, это значит, Бог так помогает ему не поехать туда. Когда приходят мы первый месяц, их ведь на операцию не выпускаем. Хотя они 6 месяцев уже прослужили в учебной части на территории Советского Союза. Мы с ними бегали, мы занимались зарядкой, мы их таскали на занятия, готовили их. Второй месяц мы их брали, вставляли посредине группы. Впереди идут старослужащие, сзади идут старослужащие. И потом только уже на них надеюсь как на самостоятельную силу. Если любишь какого-нибудь человека, а он любит тебя, надо беречь себя для него. Я со своей стороны обещаю сделать все, чтобы вернуться домой целым и невредимым из Афганистана. И требую этого от тебя. Требую. Конечно, нам приходилось брать минимум боеприпасов. Мы никогда не одевал, я вот за время войны в Афганистане ни разу не одевал ни каску, бронежилет, не приходилось. Минимум даже сухпайка. Если выходишь на сутки, то берешь на полсутки. Почему это связано? Ну, возьмешь на себя, допустим, 20-30 килограмм веса. Но маневренность меняется, а нам нужно бегать, нам нужно перемещаться. Те душманы тоже идут в бой с одним буром, карамультюком, боеприпасы. Приходилось пристраиваться. И, конечно, верить в приметы. Не стричься перед операцией, не одевать новую одежду. Помолиться, обратиться к Господу Богу и сказать самые, наверное, правильные слова: «Господи, помоги». И Господь был, наверное, всегда вместе с нами. Да, здесь не курорт. И это должно быть ясно без слов. Прежде всего, это армия, что само по себе включает такие понятия, как суровость, трудность, невзгоды. Но сейчас 84-й год, и здесь все круто изменилось за 6 лет с начала войны. Вообще, служба открыла мне глаза на многое. Здесь нельзя быть очень добрым. Иногда нужно заставлять себя быть жестоким. Последующие письма стали приходить более сдержанными, жесткими. Но вместе с тем в них была какая-то мудрость, уверенность и взрослость. И это питало мои страхи, сомнения и в то же время мою уверенность. Приехал из командировки, сопровождали технику. Места здесь. Во, где шляться с рюкзаком. Не с десантным, конечно. Раз забрался посмотреть. Да, ради такой красоты стоит жить. Стоит жить, стоит жить, стоит жить, стоит жить. 7 августа 1984 года я получила конверт, в котором было сразу 2 письма. Одно было датировано 20 июля, а второе 27-го. Я этому очень удивилась. И когда я прочитала первое письмо, некоторые строки из этого письма меня очень удивили и насторожили. Прости. Прости меня, мама. Я только сейчас понял, как я вас с Олежкой люблю. Как не ценил твои заботы обо мне, считая их излишними. Прости. Верь мне.
Я положился на судьбу. И хотя мне тяжело писать это, я не жалею, что попал сюда. Здесь трудно, иногда очень трудно. Но ведь не за легкой жизнью рвался я сюда. Ходит у нас одна пословица: лучше быть последним среди львов, чем первым среди шакалов. Все, время поджимает. Тогда в моей душе что-то перевернулось. Я знаю, что слова прощения приходят к человеку, когда он пребывает в каких-то очень сложных жизненных ситуациях. Но когда я прочитала второе письмо, оно меня успокоило. Оно было радостное, оптимистичное. И я тогда не предполагала, что написаны они были в один день, день его гибели. Прости, что не всегда пишу часто. Едем в командировки. Рота получила новую технику, и мы сопровождали ее. Через 65 дней будет половина моей службы. Как же хочется побывать дома. Ладно. Хорошее настроение – залог всего самого хорошего. Ну вот и все. До свидания. Ваш Андрей. Я получила этот конверт с родным почерком, когда тебя уже 2 недели не было в живых. И слова «Ваш Андрей» стали последними, написанными твоей рукой в этой жизни. На следующий день я села писать ответ на его эти 2 письма. И написала первые строки: «Здравствуй, дорогой любимый сыночек». Потом я почувствовала, что со мной что-то происходит. У меня совершенно ослабла рука, и я не могла продолжать. И вообще со мной творилось что-то непонятное, необъяснимое. И со мной такое было впервые. Раньше этого никогда не было. Я решила отложить и написать в следующий раз. На другой день ко мне на работу раздался звонок. Мужской голос просил меня от имени мужа прийти домой и нигде не задерживаться. А мой муж, оказывается, получил тоже такой звонок, в котором его просили по моей просьбе прийти домой. Но тогда я еще ни о чем не догадывалась. Возвращаясь с работы домой, у подъезда я увидела группу людей. Это были военные, представители райкома партии, исполкома, доктор, скорая помощь. И я сразу обо всем догадалась. Я начала кричать. Это неправда. А доктор наклонилась ко мне на ушко и сказала: «К сожалению, это правда. К сожалению, это правда. Правда». А ведь в ночь своей гибели ты был у нас. Помню, я взяла Олежку с дачи, чтобы помыть его. В ту ночь отца не было дома. Я спала одна, а Олежка отдельно. И только я задремала, вдруг проснулась. И почувствовала, что кто-то стоит около меня. Я прислушалась, удивилась и опять уснула. Но вскоре опять проснулась. Я услышала крик Олежки. Я побежала к нему, а оказывается, его укусила пчела в живот. Я удивилась, как могла пчела под одеялом укусить Олежку. Помню ту ночь, как долго мы промучились с ним. У него сильно болело это место, я вытащила жало, помогала ему избавиться от боли. И это была самая тревожная ночь в моей жизни. Оказывается, в тот момент тебя не стало. И ты таким образом пытался достучаться до нас и сообщить нам об этом.
На старом кладбище лежат солдаты. Ушли на небо все от нас, ребята. Седые матери в простых платочках давно оплакали своих сыночков. Что тут делать, наливай и ушедших вспоминай. Все горели в этом пекле, может, там им будет рай. День прошел, звезда зажглась, а без памяти мы грязь. Если живы, будем помнить тех, чья жизнь оборвалась. Рухнули все твои планы и мечты. Ты так и не испытал нежного чувства любви. Не дождался рождения первенца, которого хотел воспитать, каким был сам. Неважно, кем бы ты ни стал, в одном я уверена. До конца жизни ты оставался бы настоящим человеком. Ты уже совсем седая, мама. Хоронили Андрюшку 11 августа. И по дороге сломался катафалк. И кто-то сказал, Андрей не хочет уходить. Отец Андрея не выдержал его смерти и ушел следом за ним. Война слабых людей делает слабее, сильных сильнее. Это правда. Благодаря Надежде Александровне и ее работе сначала был создан Союз ветеранов Афганистана Советского Союза, она стояла у истоков, а потом в 90-м году был создан Российский Союз ветеранов Афганистана. При ее участии более 500 памятников было создано на территории нашей страны. Более 500. И когда на Поклонной горе создавали памятник, сколько было проблем. Ведь благодаря Надежде Александровне и ее сподвижникам, семьям погибших, в данном случае я хочу еще сказать одну фамилию, отец погибшего, Стрижнев Станислав Иванович. Благодаря им этот памятник стоит на Поклонной горе. Но это глобальные вещи. А когда мы говорим о том, что в школе, там, где учился погибший, в каждой школе висит памятная доска на мраморе, и каждый раз на 15 февраля вся школа строится на линейку, и к этой доске кладутся гвоздички и поются афганские песни, то это тоже Надежда Александровна Макарьева со своими матерями погибших. И когда мы проводим какие-то официальные мероприятия, у нас есть понятие третьего тоста, когда мы поднимаем молча за тех, кто не вернулся с поля боя. У нас сложилась традиция, потому что третий тост у нас говорит Надежда Александровна Макарьева. Ты знаешь, Андрей, недавно мне приснился странный сон. Молодой чернявый парнишка с усами говорит мне: «Спасибо тебе, мать». А я говорю: «А за что?» «А за то, что ты приходишь ко мне, ухаживаешь за моим домом и разговариваешь со мной». «А кто ты?» «Да я тот, к которому ты приходишь многие годы». «Но ты не мой сын». «Мы все твои сыновья, мать».
Проснувшись, я обеспокоилась, поделилась с близкими и узнала, что на самом деле, оказывается, такие случаи были, когда после боев класть в гроб нечего было. И могли положить останки совершенно постороннего человека или вообще какие-то предметы. Но потом я поняла, что я хожу не на могилу. Я хожу к тебе, мой сын, к нашей памяти, к нашей любви, к нашему прошлому. И все мы, меченные Афганистаном, мертвые и живые, раненые и униженные, успешные и несостоявшиеся, так и останемся с выжженной раной в душе.